Долгое время казалось, что Toyota, гигант мирового автопрома, слегка уснула. Пока китайские бренды запускали в космос настоящие гаджеты на колесах, японцы упорно держались за философию, зато не ломается. Одни уважали это за надежность, другие зевали от скуки. И вот парадокс. Именно китайский рынок, самый жесткий и беспощадный в мире, стал для Toyota лучшим будильником, без скидок на прошлые заслуги, без уважения к легендам. Либо ты меняешься, либо тебя просто не покупают. И кажется, Toyota проснулась, потому что новый RAV4 2026 года из Китая – это уже не просто очередной надежный кроссовер. Это попытка сыграть по новым правилам. Больше технологий, больше дизайна, больше дерзости. И все это в автомобиле, имя которого знают даже те, кто вообще не интересуется машинами. Вопрос только один – это временное пробуждение или начало новой эры Toyota? Сейчас разберемся. Но вот в Китае японцы решили сыграть по-крупному и немного изящно поиздеваться над нашим восприятием. Вместо одного кроссовера они представили сразу два. На рынок выходят две версии одного и того же хита. RAV4 от FAW Toyota и его родственник Wildlander от GAC Toyota. Казалось бы, ну что тут особенного? Один и тот же автомобиль, просто сделан на разных заводах. Если вы думаете, что эти две версии – это глобальный RAV4, то глубоко заблуждаетесь. Китайская версия – это всегда отдельная вселенная. Тут больше экранов, больше технологий, двигатели порой такие, что мы в глобальных моделях даже и не видели. Toyota решила не просто играть по правилам, она пришла спорить с местными инноваторами на их же поле. Если вы думали, что RAV4 – это скучный японский трудяга, приготовьтесь, теперь это японский хит с китайской искрой. Прощайте, угловатые формы. Новый RAV4 и Wildlander теперь с актуальным фирменным лицом в стиле Hammerhead. Узкая светодиодная полоска, S-образные фары и безрамочная решетка радиатора. Силуэт стал стремительным, почти спортивным. И да, колеса тоже впечатляют. 18 или 20 дюймов легкосплавных дисков, в зависимости от комплектации. Что интересно, RAV4 от FAW получил слегка брутальное оформление передка. Крупная радиаторная решетка и массивный бампер придают ему солидности и уверенности. В США такой образ носит имя RAV4 Woodland, позиционируясь как более внедорожный вариант. В основе будет лежать эволюция все той же глобальной платформы TNGA-K, а габариты почти не изменились. 4620 мм в длину, 1855 в ширину, 1690 в высоту. Колесная база 2690 мм. Но скажем честно, это совсем не главное, верно? Гораздо интереснее, останутся ли зазоры все с тем же божественным японским уровнем точности. Будем надеяться, что эти элементы вечного качества никуда не делись и продолжат радовать глаз. Дорожный просвет остался прежним – 190 мм. И вот, пожалуй, одно из самых заметных отличий китайской версии Toyota от глобальной. В Поднебесной японцы решили не бросаться сразу в объятия электрификации и пока оставляют привычные двигатели внутреннего сгорания. Базовая версия оснащается атмосферным 2-литровым мотором мощностью 171 силу и 206 ньютон-метра крутящего момента. Крутит его вариатор Direct Shift, который имитирует 10 передач. Доступны оба варианта привода – передний и полный. Разгон до сотни немного меньше 11 секунд. Средний расход обещан 6,3 литра для переднеприводного и 6,9 на 100 км для полного. Если хочется чего-то более современного, есть гибридная версия. Она строится на том же 2-литровом двигателе, выдающем 152 силы и 188 ньютон. Но теперь к нему добавили электромотор спереди на 113 сил и 206 ньютон. И небольшую литий-ионную батарею на 1 кВт-часа. Все это работает через бесступенчатую электромеханическую трансмиссию, а суммарная мощность системы достигает 196 сил. Время разгона до сотни за 7,8 секунды. И расход топлива здесь всего 4,6 литра на 100 километров. А теперь верхушка меню, настоящий десерт.
топовый подключаемый гибрид с полным приводом, как глобальная модель. Тут уже 2,5-литровый бензиновый мотор на 185 сил и 206 ньютон-метра, 2 электромотора, по одному на каждой оси, с общей мощностью 189 сил и 328 ньютон. И литий-ионная батарея на 22,7 кВт-часа, которой хватает на 100 км пробега на электротяге. Итоговая мощность системы 237 сил. Коробка, вариатор, полный интеллектуальный привод и фор умеет перераспределять до 80% тяги на задние колеса, улучшая управляемость. Разгон у топовой версии на уровне 6 секунд. Средний расход при этом скромный – 4,9 литров на сотню. Объем топливного бака для всех версий – 55 литров. В китайских версиях RAV4 главное отличие от мировых моделей спрятано не снаружи, а внутри, в технологиях. Забудьте про экраны с графикой из прошлого десятилетия и отклик, как у старой кнопочной Nokia. Новый салон RAV4 – это настоящий прорыв. Цифровая приборка получила 8,8-дюймовый экран, а при желании можно установить проекционный дисплей на 26,4 дюйма. Центральный экран базовой мультимедийки 14 дюймов, а в топе 15,6-дюймовые с минимальными рамками. Для сравнения, глобальные версии довольствуются скромными 12,9 или 12,3 дюймами, но размер здесь не главное. Работает все это на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Считается эталоном скорости и плавности в автомобильном мире, а интерфейс меню напоминает современные планшеты с легким намеком на Huawei. Все понятно с первого взгляда. Голосовой помощник понимает естественную речь и даже некоторые диалекты, а во время звонков сам понижает громкость музыки. Есть и камера, которая следит за состоянием водителя. Селектор коробки остался на привычном месте, но пространство вокруг него переделано. Быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт, USB-C порты спереди на 45 Вт и сзади на 15. Центральный подлокотник можно превратить в мини-столик для перекуса. Топовые версии – это почти премиум-класс. Панорамная крыша, сиденье из полуанилиновой кожи с подогревом и вентиляцией, двухзонный климат и подсветка салона из 64 оттенков. Плюс премиальная акустика и система ароматизации воздуха. Одним словом, это уже не та консервативная Toyota, к которой мы привыкли. Здесь есть стиль и технология. В стандартной комплектации багажник вмещает 580 литров, но при сложенных сиденьях пространство увеличивается до 1755. Безопасность тоже вышла на новый уровень. Toyota Safety Sense 4 – это интеллектуальная система второго уровня, распознающая более 200 дорожных сценариев. Четвертое поколение прокачали. Датчиков стало 24 вместо 12, фронтальная камера поднялась с 5,4 до 8,3 миллионов пикселей. А радар теперь видит на 280 метров вместо 200. Кроссовер будет обновляться по воздуху 4 раза в год, как уверяет производитель. Теперь адаптивный круиз, помощь на малых скоростях и интеллектуальное распознавание пешеходов, велосипедистов и даже трудноуловимых объектов ночью – стандарт. Плюс автоматическая парковка, мониторинг слепых зон и ассистенты, которые делают управление максимально комфортным и безопасным. И вот мы подошли к самой вкусной части – ценам. Чтобы закрепиться на китайском рынке, производителю пришлось поиграть с цифрами и предложить действительно конкурентное предложение. И тут начинается самое любопытное – цены ниже, чем в США и Европе. И самое забавное – две версии кроссовера стоят одинаково – от 24 200 до 33 тысяч долларов. Причем начальная цена меньше не у бензиновой, а у гибридной версии с передним приводом. Для сравнения, в США гибридный RAV4 стартует с отметки 33 350 долларов, а в ряде европейских стран от 41 тысячи евро.
Итак, что мы имеем в итоге? Настоящий парадокс. Toyota, кажется, создала лучший RAV4 за всю историю. Он стильный, невероятно технологичный внутри и, судя по всему, не потерял ту самую легендарную надежность. Но вот в чем штука. Эти версии одного и того же автомобиля создавались для китайского рынка. Без всех этих наворотов и модных фишек здесь его бы просто не заметили. Так что перед нами одновременно и культовая классика, и продукт, рожденный под каприз огромного рынка. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео, будет интересно и по-настоящему полезно.